Раз, два, три. Итак, друзья, всем привет! Это случилось. Я запустил Half-Life 2 эпизод 1. Может быть, вы кто-то ждал очень сильно. Я, например, я это очень сильно ждал и хотел цель канала на самом деле сделать именно эти ролики. Именно, именно комментарии у меня была цель. Что будет дальше, я не знаю сам. Значит, сделаем так, чтобы я смотрел на ютубе, какая у нас, как я смотрю, как и многие люди смотрят. На самом деле про это не про идет сейчас речь не именно про мои видео, которые идет комментарии, а именно про количество видео, сколько по минутам его делать. На ютубе раньше была такая вещь, что делали 15 минут и больше дальше вы там подтверждаете телефон, что вы крутой человек и делаете больше. Почему так сделано? Я думал, почему ограничения, типа, нет. На самом деле удержание аудитории хорошее, то есть если делать 15 минут, все люди смотрят. Если будет делать дальше, люди не смотрят. Понятно, если идет бэдварс какой-нибудь там, то конечно, и там вы, если не пройдете уровень, вы будете дальше. Поэтому мы делаем так, как говорит нам YouTube. Он говорит нам, делайте ролики 15 минут. Значит, мы будем делать так. То есть вот так 15 минут, если, конечно, будет речь, будем закончим и на этом закончим. Значит, вот так по 15 минут начнем играть. Это Half-Life 2 эпизод 1. Я думаю, рассказывать Half-Life 2 не надо эту историю, потому что я рассказчик от бога, как вы знаете. То есть никакой. Поэтому будем играть на легком режиме, так как нам не нужен хардкор, нам нужен сюжет. Покажем сюжет и покажем комментарии, естественно, разработчиков. И запустил я не обычный Half-Life, а там какой-то с такой текстуркой, не помню, как он называется. Если вспомните, напишите в комментариях. Вот, ну начинаем комментарии разработчиков. И также, это что такое, не знаю, вроде не все работать должно. Вроде должно все работать. Если сейчас буду глючить, я не извиняюсь. Также открываем это все дело unlock'ом, то есть SV cheat, вы знаете, SV unlock и пишите вот так unlock, unlock chapter и пишите любую цифру. Я написал 15. Вот. Ну, поехали, что я тут разговорился, как говорится. Читайте комментарии сами, я буду с вами вместе читать, а уже, может быть, комментировать, может не комментировать, просто говорить, о, круто, интересно. Моя цель показать, потому что так заходит лучше. И мне речь развивать я и так буду. Так, ну здесь все как обычно, при игре с комментарием включается режим неуязвимости, хотя нифига не включается никогда. То есть, ладно, окей. Попробуем проходить честно, друзья мои, попробуем проходить честно, как уже пойдет там, как будем проходить, но хочется пройти честно. Почему игра зависла, я не понял. Если что, этот момент я вырежу. Если он будет сильно долго грузиться сейчас игра, то вырежем этот момент. О, отлично, игра развисла. Начинаем играть. Еще раз сказал, 15 минут. Half-Life 2. Welcome to Half-Life 2, Episode 1. We received a great deal of positive feedback on the commentary track in The Lost Coast, and so we've included the same feature in this episode. To listen to a commentary node, put your crosshair over the floating commentary symbol and press your Use key. To stop a commentary node, put your crosshair over the rotating node and press the Use key again. Some commentary nodes may take control of the game in order to show something to you. In these cases, simply press your Use key again to stop the commentary. With episodic content, we are hoping to release games much more frequently than has been possible with the monolithic development schedules of the past. Game developers and game customers have been wanting to try this for years. Please let me know what you think after you've had a chance to play this, our latest installment in the ongoing adventures of Gordon Freeman. I can be reached at gayben@valvesoftware.com. Thanks, and have fun. Скажите мне, доктор Фриман, если сможете, вы так много разрушили. Создали ли вы хоть что-нибудь? Можете назвать хоть одну вещь? Я так и думал. We used an upgrade of the refractator from Half-Life 2 to make the Vortigaunts warp into the intro. The major difference is that this time we are only refracting pixels that come from the Vortigaunts themselves. We placed a large sheet of refractive geometry in front of each Vortigaunt to achieve this effect.
This intro sequence establishes some important initial pieces of Episode 1's story and setting. Our earlier versions of the intro sequence were heavy on graphic effects and relatively light on storytelling. When we showed those early versions to playtesters, they thought it was cool, but rarely had any idea what was supposed to be happening. We went through several iterations, each time simplifying the editing and tightening up the effects. We eventually arrived at a good middle ground between the sort of psychedelic look we were shooting for and basic comprehension of what was actually taking place. Это мы еще посмотрим. Чрезвычайная тревога. Он должен быть здесь. Начинаем играть, друзья мои. Пёс, кажется, я что-то нашла. Прервись на минутку и помоги мне. О боже! Гордон! Я так волновалась. Смотри, грави-пушка. Пёсик, отдай ее Гордону. Смотри-ка, Гордон, пёс тебе тоже рад. Уж я-то вижу. А теперь, пёс, подключи монитор. Свяжемся с папой. Думаю, он до смерти извился. Он был уверен, что я тебя не найду. Цитадель вот-вот взорвется. Не знаю, как нам удалось выбраться. Все, что я помню, Брин падает, страшный взрыв, а затем голоса вартигонтов. А потом пес нашел меня под завалом. Все так странно. Успеть бы. Это отец. Мы пытались связаться с ним несколько часов. Короче, ребят, Вот он и знает, что мы тебя нашли. я сделаю сначала сюжетку, а потом это все прочитаю. Сюжетку посмотрю. Слежу в комментариях. Папа, ты меня слышишь? Алекс, ответь! Секунду, сплошные помехи. Ну-ка, пес, помоги мне. Так, чуть-чуть вправо. Четкий сигнал. Есть. Папа? Алекс, где ты? Скажи, что ты успела покинуть город. Ну, не совсем. Что? Главное, мы нашли его. Ты нашла Гордона? Нам удалось поймать сигнал костюма. А затем оставалось только копнуть Послушайте, поглубже. вам нужно выбираться из города. Цитадель вот-вот взлетит на воздух. Взлетит, в этом нет сомнений. Наши датчики показывают стремительное нарастание темной энергии. Красиво. Вся материя в непосредственной близости от вспышки подвергнется энергетическому воздействию, последствия которого я не берусь предугадать. Он наносит Клайнер, невообразимый замолчи! ущерб клеточной материи. Папа? Боже мой, Лай, прости, конечно, но зачем так переживать? Алекс давно вне опасности. Вообще-то мы все еще в Что? цитадели. Господи, боже мой, но время на исходе. Ядро готово взорваться. Вы не успеете покинуть опасную зону, если только... Позвольте. Да, можно замедлить реакцию ядра изнутри. Нам надо войти Да, внутрь. внутрь ядра. Даже не думай об этом, Алекс, это слишком опасно. Уровень радиации внутри зашкаливает. У тебя есть костюм. Если мы придумаем, как попасть в цитадель, мы Алекс, сможем... нет! Но папа! Айзек, образумь ее! Мне жаль, Лай, но другого способа нет. Кроме того, мы сумеем спасти жителей. Мы справимся, папочка. Конечно, Алекс, конечно. Только пообещай. Пообещай, что ты не станешь рисковать жизнью без необходимости. Обещаю. Я люблю тебя. Я люблю тебя, маленькая. Я буду за тебя молиться. Гордон, позаботься о моей девочке. Не волнуйся. Скоро увидимся. Да уж. Не волнуйся. Надо подумать, как вернуться в цитадель. Пес, не поможешь?
Спасибо, песик. Давай, пес, встретимся на той стороне гряды. Ого, ну и высота. Только после тебя. А, щет. Все, друзья, наконец. Наконец все кончилось. Почему я так сделал? Потому что если читать комментарии, они начнут там говорить, а мы ничего не поймем. Вдруг кто не видел сюжет Half-Life 2, я все-таки хочу это... Я уже все забыл на самом деле. Поэтому я сделал сначала так, а потом сделал уже комментарии. Ну поехали, чё? Я думаю, мы все это время будем читать комментарии, поэтому дальше не пройдем. Ну, кто его знает. Players love Dog, so we made sure that he was the first thing you see when you wake up in episode 1. We also wanted players to get a glimpse of the crippled citadel. When Dog lifts you out of the rubble, it's one of the few instances in the game when we take control of the player's view. This allowed us to ensure the player's view lingered briefly on the citadel before Dog set them down. Since we never take control away from the players, it can be a real pain to get them to notice important environmental events. It's a constant design challenge for us. The Citadel will be erupting in a massive light show that took 10 of us 2 months to orchestrate, and if we're not careful, the player will end up facing the other direction staring at a tire. In this case, to establish that the Citadel is coming apart at the seams, we wanted the player to notice the debris falling off of it. We used a pretty straightforward method here. Alex explicitly mentions the Citadel while pointing at it. Like most of these solutions, it's not foolproof, but it has a high success rate. This area was redesigned several times in order to keep the player in this space while Alex delivers some exposition. As much as we hated to do it, the final solution was to have Alex climb out while the player looks for an alternate route. We portray Alex as more athletic and nimble than Gordon, so players shouldn't get too irritated by the fact that she can get to places they can't. Honestly, we're not especially happy with this crutch, but it's a trade-off we sometimes have to make so that we can get Alex out of the way of interesting player challenges. The Citadel is supposed to be a building of unprecedented scale. So out of scale with the rest of the world, in fact, that we couldn't render it without our 3D skybox technology. This technology allows us to build the Citadel as a 1/16th scale model off in an unreachable corner of the map, and seamlessly merge it into the scene. We also use this technology to create the illusion of vast spaces and distant horizons. Мне интересно, из какого, как они ее создавали, и из какого именно здания она сделана. Хотя это просто текстурка на самом деле, но мне интересно. Взорвали все нафиг. Идем сюда. Sometimes we need to keep the player in an area so that we can deliver some critical dialogue or run an important sequence of events. In these cases, we temporarily block the player's path using what we call a gate. These gates generally take the form of some obstacle that can only be removed or opened by some character or event. In this case, the obstacle is a crashed gunship that can only be moved out of the way by Dog. Though the final scene looks pretty straightforward, a lot of care had to be taken to make sure that Dog hit his marks and played his sequences without trampling and damaging the player. Скрипты, друзья мои, скрипты. Right off the bat, we needed to hammer home some story points, reintroduce the cast of characters, and explain the player's immediate goal. It was a pretty intimidating chunk of non-interactive exposition. We generally approach these scenes by writing way too much, and then through constant playtesting, trimming the scene to more manageable levels. But in this case, even after some heroic pruning, the opening scene still felt too long. We ended up splitting the introductory sequence into 3 scenes, separated by some gravity gun puzzle solving, and then a dramatic walk across a crumbling ledge. When we designed the Half-Life 2 facial system back in 2000, our goal was to get a natural-looking performance at a moderate distance. Given our real-time polygon and texture budgets, we chose fairly reserved or constrained performances over ever having the actors' faces get into a bad-looking or unnatural expression. For Episode 1, we wanted to extend the character's facial system to support more intense performances with a wider range of facial expressions that would hold up better at close range. These facial improvements included increasing the detail around the eyes and mouth, increasing the number of facial shape targets, think of these as movements of muscle groups, by about 50%, rewriting the rules that control how these shapes blend, and increasing the intensity of many of our existing shapes. In addition, we added support for controlling the amplitude of the facial movement for lip sync animation, which let us dampen or amplify the mouth shapes based on the volume or intensity of the dialogue.
Интересно. Monitor scenes are especially difficult to make interesting, since they tend to involve literally just talking heads. By interweaving critical expository information, like how dangerous the Citadel has become, with some dramatic character interactions between Alex, Eli, and Dr. Kleiner, we were able to convert a potential liability into one of the strongest scenes in the game. A great way to illustrate characters' relationships to each other is to have one of the characters in danger and show the other's reactions to it, which is what this scene is all about. Alex travels through much of Episode 1 with the player, and consequently passes through a wider variety of lighting conditions than she did in Half-Life 2. This meant that we had to improve the quality of the lighting algorithms used on Alex to look realistic in any situation, from the eerie hallways of the Citadel to the streets of City 17 at sunset. For this episode, we added a specular lighting term to the shaders used on Alex, which provides a realistic shiny look to her skin, her leather jacket, and even her teeth. In these new lighting calculations, we chose to specifically emphasize bright highlights caused by illumination from grazing angles. This type of lighting, also referred to as rim lighting, is particularly dramatic when coming from low-angle light sources such as this bright sunset. You'll also note that the rim lighting is further enhanced by our high dynamic range post-processing, which causes the specular highlights to bloom in a striking and dramatic fashion. We have found that the move to an episodic development cycle allows us to take advantage of the fast pace of graphics hardware innovation by incrementally adding new features, such as Alex's new lighting techniques, to the source engine with each new episode. Отлично, ну все, идем дальше. Так, пригибаться, по-моему, на Ctrl. Кстати, забыл сказать, по дефолту в этой игре, если вы понял, это, по-моему, какой-то Cinematic Mode, или как это называется, то идет правая кнопка на колесико, колесико идет на правую кнопку, так что поменяйте, если вам это удобнее. То есть перетягивание у них идет на колесико, а прицеливание идет на правую кнопку. Поменяйте, если вам такое лучше, удобнее будет. Ой, жуть там какая-то. This ledge is a really tricky spot for NPCs to navigate. While we wanted Alex to be able to maneuver dynamically through any complex environment, in certain navigation situations we're faced with a trade-off between flexibility and visual quality. In this particular case, she navigates the ledge with a combination of AI and scripted animations. We've continued to evolve the systems of Half-Life 2 whereby characters move fluidly through dynamic AI and scripted navigation, but ultimately what matters most is how it looks to the plot. Здесь как на Ctrl. Ой, жуть. Давайте сохранимся. Я, конечно, не упаду здесь, но все равно сохраняем. Хоть. Файл. Да вы серьезно? Разогнаться. Я оставлю это. Да вы серьезно? Здесь прыгнуть можно спокойно. Здесь просто перепрыжок. Я же перепрыгивал сразу с первого раза. Может туда надо прыгнуть? О, туплю что-то маленько. Не бывает, с кем не бывает. Уже надо заканчивать, кстати. Только начали, уже надо заканчивать. Сейчас будет скрипт. Пес поторопился. Пес! Пес! Красиво, да. Снег такой. Боже мой! Пес! Пес, ты цел? Слава Богу. Ты меня до смерти напугал. Будь рядом и помоги нам найти выход. Кажется, мы здесь уже были. Поверить не могу, что мы хотим туда вернуться. Стена, что ли, здесь? Что скажешь? Есть место? Не, я просто не докинул. Хватит швырять Нет. в цитадель. Это нам не поможет. Я не пес. Док,
Должен быть способ перебраться на ту сторону. Вот только какой? А если... Пёс? Пёс, куда ты? Паркур пса. Пёс, что ты... А если здесь остался? Просто он сейчас машину... Начало я играл. Слышь? Берегись! Не хочу. Умру, скорее всего. Пёс, но это уже слишком. У меня был фиговиной. А? Зачем нам этот фургон? Погоди-ка. О, нет. Взял дверь, сломал. Ты шутишь? А? Ну, Гордон, если у тебя нет других предложений, у меня есть. Робот, он все рассчитал. Точно рассчитал, а? Ага. Беги отсюда как можно скорее. Найди папу. Не бойся, мы скоро вернемся. Ну, я тоже буду скучать. Обо мне не беспокойся. Скоро увидимся. Забирайся в пассажирское кресло. Сейчас прочитаю комменты. It's really important to us to create scenes that showcase strong relationships between our characters. The relationship between Alex and Dog seems to be especially satisfying to players. In the scene leading up to the van toss, we had a bug before the animation was complete, where Dog's head would shake as he looked back at Alex. In a happy accident, his head shook right after she asked him, "You did do the math, right?" In playtests, players thought this was intentional and always laughed. Because of that, we worked it into the animation, and it ended up being a terrific little moment between Dog and Alex. И что ты делаешь, тебе кончится оно. Our games are created by design collectives that we call cabals. When the idea to have you and Alex sit in a van and then have Dog toss it across the gorge was first suggested during a cabal meeting, everyone thought it was funny, and then we moved on to more serious solutions for the gorge crossing. As the design progressed, though, we kept coming back to the van idea, and eventually everyone agreed that we should give it a try. Even though the idea was kind of outrageous, it satisfied some key goals we had for the scene. Alex and the player get across the impassable gorge, and Dog is able to play a key role in the mission while also plausibly getting left behind. There were still some problems to solve, though. Attaching animated models to the van was tricky, and making sure the van didn't kill the player took some thought, and it took a number of tries before we were able to really illuminate Dog's thinking, as he went from testing his idea with chunks of debris to finally presenting the plan to Alex. Ultimately, we were able to create a scene that solved some tricky game design issues, provided an intimate view of the relationship between Alex and Dog, and delivered a surprising and visceral entrance to the Citadel. Ну, я думаю, на этом мы закончим, так как я сказал миллион комментариев, я думаю, там будет поменьше комментариев, поэтому я думаю, вам понравилась первая часть. Кончается терпение. Мне тоже, понимаешь, времени нет. Вот, если какие-то там минусы, плюсы, фишки, если громкая музыка, напишите, я изменю это уже через следующий час. Я буду записывать по 2 части в день, поэтому на следующую часть там пишите. Все, всем удачи, всем пока, спасибо, что смотрели, ставьте лайки.